Всім привіт! Мій телефон дуже жорстко глючить, тому пробачте. Так. Боже, це ідеальний ракурс. Просто ідеальне світло. Так. Ну, знову ж таки, погодка непогана. Привет. Привет. Еще раз всем привет. Так, здравствуйте. Здравствуйте. О, Назар, привіт. Го концерт в Вінниці. І я над цим думаю, тому можете вже зовсім скоро чекати від мене концерт. Так. Ку-ку, красотка. Привіт. О, Кароліна, привіт. Давай додому. Зараз трошки погуляю. Надишу свіжим воздухом, бо максимум свіжий воздух, який я могла вдихати, це свіжий воздух з окна. Поэтому так. Привет, Лизка. Привет, привет. Hello. Так. Привет, привет, привет. Hello. Так. Как относишься к группе О? Нормально. У них, да, очень интересная музыка, поэтому хорошо. Угу. Так, який у тебе телефон? Чесно, не люблю про це говорити, але iPhone 7 Plus. Йо, бой. Так. Hi from Serbia. Hello! Как дела твои? Дела мои отлично. Прикиньте, какой я везунчик. У меня три антисептика. Я защищена. Ой, Иванка, привет. Давай додому. Коронавирус — це не шутки. Братан. Ой, Свет. Я уже бігу. А мама таки далі питається себе захистити гольфіком. Так. Так, коли концерт? Ну, як ви самі можете розуміти, що в зв'язку із карантином і епідемією коронавірусу, так, трішки всі плани здвигаються і переносяться. Как ты относишься к коронавирусу? Ну, честно, знаете, есть такие люди, которые, вот, просто чтобы вы понимали, коронавирус, катастрофа, все, мы все погибнем, это конец света. На самом деле я отношусь более спокойно. Да, конечно, это очень серьезно, но самое главное, мойте руки и дезинфицируйте, носите маски при любом удобном случае, когда выходите куда-то на улицу и в людные места. Да. Следите за питанием, обязательно обрабатывать сырое мясо, делайте зарядку, занимайтесь спортом, пейте много воды. Ну, конечно, не 8 литров в день, но много. И просто берегите себя. Hello, Даруна. Как проводишь свое свободное время? По-разному. Когда читаю книги, когда смотрю сериал или фильм. Ну, чаще всего, честно говоря, конечно же, во время карантина времени в море, но, тем не менее, читаю, смотрю фильмы, онлайн-уроки, домашние задания, играю на рояле. И, в принципе, очень много таких второстепенных моих хобби. Рисование, катание на велосипеде. Но, конечно, сейчас лучше сидеть дома. Учу польский. На секундочку. Учу польский. Так как мне в Польше на концерте подарили целый сборник книг про Гарри Поттера, я не могу не выучить польский и не прочитать эти книги. Поэтому у меня есть огромный стимул выучить польский язык и прочитать все эти книжки. Так. Так, быстро додому. Уже. Музычка. Так, хай, Дарина, hello. Так. Так. Коли альбом на вінілі або CD? Ну, слухайте, коли... Так, на CD він є. На вінілі це, я правильно зрозуміла, це типа пластинка? Да? Прикольно. Ну, напевно, коли я стану такою популяріті селебриті, прям мега-мега, як Біллі Айліш,
тоді я можу зробити вініли. Думаю, і це, до речі, дуже кльова ідея. Так, куди йдеш? Та так, гуляю в дворіку, біля дому. Боже, який романс. Так, ты что, не замечаешь меня? Я тебя не замечаю? Да как ты могла такое подумать? Я ж только недавно обряд проводила. Как я могла тебя забыть? Ты что? Сколько человек у вас в Украине зараженных? Сколько? Официально 7. Так, официально 7 человек. Но это не точно. Так. Привет из Беларуси. Привет! Так, есть ли большая разница между русским и украинским? Если ты имеешь как бы в плане сам язык, то я бы не сказала. Они, в принципе, очень похожи. Очень даже похожи. Сколько языков ты знаешь? Так, давайте считать. Русский, украинский, немножечко французский, немецкий, польский. Так, 5 языков. Это те, которые я действительно хорошо знаю. Но в дальнейшем я бы хотела еще более как бы тщательнее поработать над французским, потому что мне очень нравится этот язык. Так, как относишься к распаду группы «Время и стекло»? Ну, честно говоря, это как бы, нормально, но, естественно, слегка печально, потому что это, с одной стороны, очень клево пройти такой путь, как 10 хитов, которые потом слушает вся Украина. Ну, естественно, я буду слушать песни, когда уже ребята будут отдельно, когда, возможно, Надя будет уже в сольной карьере, и когда будет позитив в сольной карьере. Но, в принципе, это нормально. То есть время как бы расставит все по своим местам. Так. Та-та-та. Так. Сердечки. Назар, ти мене прям закидав сердечками, я зараз упаду. Ой. Боже. Так. Всем привет. Опа, меня заметили. Конечно, заметили. Так, всем махаю. Всем привет. И пойте много песен про коронавирус. Конечно, это официально подтверждающая еще дополнительная защита. Так. Лучше петь про подругу. Про любовь. Які фільми вже продивилась? Так, я досмотрела 1 и 9 сезон, как бы это странно ни звучало, «Американская история ужасов». Потом я пересматривала «Сумерки». Я смотрела «Лабиринт Фавна», «Хищные птицы». Что я еще смотрела? Подождите, я смотрела «Очень странные дела» 3 сезон, потому что я просто без ума от этого сериала. И я, честно говоря, прям прослезилась, когда увидела новость о том, что съемки 4 сезона переносятся как минимум на 2 недели из-за коронавируса. Боже, что за несправедливость? Так. Как относишься к тому, что Евровидение могут отменить? Очень плохо. Прям плохо. Так. Не страшно коронавіруса? Ну, як? Страшновато. Але ми все переживемо. О, Ярик Політов. Привет! Привет. Так, пришли на хорошее освещение. Ой, Лизка, Кириллюк, привет. Селебрити. Конечно. Так. Ты в каком классе? В 7. Дальше 8, 9. А там уже и экзамены. Да, сейчас в 7. Так. ДЗ багато, правда? Ну, так, є. Згодна. Обожнюю тебя. Спасибо. Так. Осторожно, бо зараз фанати на мікроавтобусі приїдуть і все. Та я сама осторожність, Назар, ти що? І так. Всім приветик.
Привет из Казахстана. О, привет! У тебя тоже каникулы по карантину? Да. Но это можно назвать даже не каникулами, а карантином. Карантин. Потому что многие дети считают, что это каникулы. И они гуляют, там трогают все железки, едят грязными руками, грызут ногти на улице или еще что-то подобное. А на самом деле лучше пока без каких-то весомых причин вообще не выходить из дома. Я думаю, есть огромное количество дел, которые можно переделать и которые будут реально продуктивными, нежели просто носиться по улице без причины. Так, український похож больше на белорусский. Согласна, тоже. Що там, як там? Отлично. Якщо не засчитати всі оті погані новини про коронавіруси, і знову ж таки, ребят, що за несправедливість? Чого коронавірус забрав мою корону? Я не понял. Треба розбиратись, тому що мені це не нравиться. Ага. Так, не боишься коронавируса? Ребят, все боятся. Поверьте, потому что это реально страшно, когда ты, например, идешь по улице, и ты даже не подозреваешь, какие люди проходят мимо тебя. И ты даже можешь, да, и они даже самые заражение коронавирусом, ну, и в принципе ты даже не подозреваешь, что этот человек может быть уже зараженным, как и этот сам человек. Так. Ты-ты-ты. Так, всем приветик, приветик, приветик. Боже, сколько людей. Привет. Привет. Так. Твой любимый певец, певица. Ну, смотрите, это понятие растяжимое, так как мои вкусы в музыке меняются вот так. Но, тем не менее, из украинских это Монатик, Джамала, Александр Пономарев, «Время и стекло». «Время и стекло». Потом, кто еще мне? Адам Юкрейн и Марина Круц. Я за нее, между прочим, болела на взрослом Евровидении. Так, из зарубежных певцов, собственно, мне очень нравится Ариана, Билли Айлиш, потом The Weeknd. Мне очень нравится, кстати, его последняя песня. Я очень плохо знаю текст, но тем не менее, мне очень нравится эта песня. Потом же, честно говоря, очень много таких еще второстепенных певцов. Кстати, между прочим, мне нравится очень много песен из ТикТока. Боже, тиктокерство просто захватывает весь мир. ТикТок головного мозга. Итак. Ты-ты. А на отборе к детскому Евровидению страшно? Как? Конечно, есть эмоции страха, но тем не менее тебя одновременно охватывает такое слегка чувство эйфории, потому что это реально круто, если тем более ты уже попал в десятку, да, и ты уже прям ждешь. Но, естественно, страшновато, потому что ты не знаешь, пройдешь ты, не пройдешь. Но, тем не менее, это круто. Это очень клевый опыт, это очень классные эмоции. В принципе, страшнее всего на Минск-арене, когда тебя окружают 17 тысяч человек, то там действительно уже страшнее. В каком районе ты живешь? It's secret. Так. Ты слышала эту песню в ТикТоке? It's Corona Time. Конечно, слышала. То все рекомендации кишат этой песни. Как я могла ее не слышать? Так. Всем приветик. Боже, как много людей. Так. Так, что вы думаете о Рокси Вейд? Боже, да что тут думать? Я очень обожаю Рокси. Прям люблю. Так. И также очень круто отношусь к ее карьере. Так. Антисептик. Кстати, что за понебратство, ребят? В Украине и в Виннице ни в одной аптеке нету ни спирта, ни антисептика, ни масок. Это как вообще? Объясните мне, пожалуйста, почему так? Мне это не нравится. Так. Так, ты в гимназии учишься? Да. Привет. Не хочешь зробити фан-встречу? Опять же таки, в течение обстоятельств все планы пока что на время сдвигаются.
Ну, конечно, я думала над тем, чтобы делать еще одну фан-встречу, поэтому, да, когда уже, слава богу, все уляжется более-менее, то, возможно, проведу фан-встречу. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Так, боже. Обожаю твои песни. Спасибо большое. Мне очень приятно. Як там ТикТок? Отлично. Я, кстати, начала более чаще выкладывать видео в ТикТок. Так. Кстати, учитывая последние мои новости, у меня вышел видеоклип на песню In My Eyes. Честно говоря, вообще история очень интересная. Чтобы вы знали, мы снимали вообще, боже, снимали мы не так уж и долго. В принципе, все было очень круто. Впрочем, это было как бы более реально. Я просто танцевала и импровизировала. Просто в движениях импровизировала. Как бы. Когда что-то танцевала, я тоже импровизировала. Поэтому... Что? И сильно замерзла. Да, и очень сильно замерзла, так как, собственно, во время съемок на улице было просто ужасный холод, как в Камчатке. Поэтому, но тем не менее, Дарине никакие преграды не помеха. Но, собственно, я очень рада, что большее количество как бы отзывов, комментариев о том, что клип очень клевый, поэтому я очень всех вас люблю. Так. Your voice is amazing. Thanks. В тебе є брат чи сестра рідні? В мене є брат. Кітя! Чорний кот. Так, як там Пейтон? Отлично. Тільки я не розумію, зачем він удалив всі свої фотки. І оставив тільки одну. Катастрофа. Зачем я втратила своє время, щоб перелайкати всі фотки? Ужас якийсь. У тебе шикарний голос. Спасибо. Так. Прийшли забирати корону в коронавіруса. Та я от вже думаю, зараз закінчу трансляцію, збираю одежду, пакую чемодани і їду в Китай. Тому що я не можу поняти. От я просипаюсь, да? Корона лежала на тумбочці, я її мала вже одягати. І тут така просипаюсь, типа, і її немає. А потім, типа, всі такі, в всіх телепередачах, в новостях, і кажуть, коронавірус. Я така... Що? Ты чё? Ты, чувак, ты не на ту нарвався. Поверь, я заберу твою корону. Даже не думай. Так. Как относишься к Пейтону? Нормально. Отлично даже, можно сказать. Так. I love your song Say Love. Друзі, я думаю, що досить кльова була трансляція. Зараз я вертаюсь додому. Всім дякую за ваші відповіді і за ваші запитання. Люблю вас!